Салам алейкум всем! Этот выпуск является продолжением предыдущего выпуска. Если вы его не смотрели, то рекомендую прежде посмотреть его. Вот ссылка в правом верхнем углу. Сегодня я расскажу вам конкретно свой опыт переезда в другую страну. Я постараюсь дать такую информацию, которая будет полезна вам при переезде не только в Узбекистан, но и в целом как опыт релокации в общем. Мои эмоции, переживания, проблемы, с которыми я столкнулся. Вы узнаете, насколько это сложно или просто. Но тем, кто переезжает в Центральную Азию, этот выпуск будет вдвойне полезен. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Теперь же поговорим о конкретно моей истории переезда и начнем с предыстории. Я всегда считал, что мне повезло родиться и вырасти в Санкт-Петербурге. Вся моя карьера была напрямую связана с этим городом, и я всегда оставался патриотом своей страны. Именно страны, а не правительства. Я собственными руками внес вклад в реставрацию десятка крупнейших памятников архитектуры Санкт-Петербурга, а также в строительство значимых городских объектов. Вся моя жизнь строилась мною, отталкиваясь от идеи прожить всю жизнь в Санкт-Петербурге. Где родился, там и пригодился. Это отразилось в основном на приобретении недвижимого имущества и построении всей моей жизни вокруг него. Я не стремился изучать иностранные языки и на покидающих Россию друзей смотрел с непониманием. Предпочитал работу в городе, отклоняя предложения о дальних командировках. Но в определенный этап своей жизни я все-таки согласился с одним из таких предложений и решил попробовать кочевой образ жизни с целью развеяться и сменить обстановку. Этот выход за контур привычной мне жизни показал, что покинуть зону комфорта оказалось не так уж и страшно. Я понял, что зона комфорта не обязательно привязана к твоему месту жительства, привычному твоему окружению, и она не обязательно недвижима и стационарна. Зона комфорта создается на новом месте тобой без особых на то затрат. Я начал ездить по России по различным строительным объектам в разных городах. Я заметил, что в новых местах ты получаешь дополнительные возможности, которых просто не может быть, если ты находишься постоянно в одном городе. Например, специалисты в своей области сильнее востребованы на периферии, а конкуренция между ними там меньше. Соответственно, можно больше зарабатывать, а на жизнь тратить меньше. Появляется возможность изучить и узнать новую местность, традиции и историю, а это развивает мозг человека. Появляется огромное количество новых интересных знакомых. Это оказалось гораздо интереснее, чем сидеть в одном городе. Вначале у меня было ощущение, что я нахожусь далеко от точки, которая как будто должен находиться от моей квартиры в Питере, от моего земельного участка, двора, в котором я вырос, друзей и знакомых, как некая натянутая резинка между тобой и местом, в котором ты привык жить. Но это психологическое ощущение я смог преодолеть одним интересным для себя способом – через мой автомобиль. Он всегда являлся для меня не просто моим верным напарником вроде верного коня, но и как бы частью моего дома, тем, что было в Питере со мной всегда. Как бы внешняя комната моей квартиры, способная перемещаться в пространстве. И переезжая на новое место, психологически мне было гораздо проще адаптироваться. Ведь часть твоего дома, то, к чему ты привык, всегда с тобой. Со временем привыкаешь ко всему и начинаешь обживаться такими вещами, которые удобны и легки в переезде на новое место. У меня даже появился легковой прицеп, позволяющий мне не задумываться о количестве приобретенных и нужных мне вещей. Я не заметил, как полюбил для себя новый образ жизни. Я стал более открытым к новым идеям, к миру. Увлекся походами в горы, трекингом. Если кому-то интересно, я поднимался на вершину Килиманджаро и Эльбруса. Так, начинаю отклоняться от темы. Это переезды по России. Мы же сейчас хотим рассмотреть более кардинальный дальний переезд. Такой, в который нет возможности взять автомобиль с прицепом полных вещей. В 2021 году передо мной появилась возможность поработать в Узбекистане. Я сразу заинтересовался этим направлением, но на тот момент мой работодатель уговорил остаться меня еще на полгода и поработать в Геленджике. Вернувшись в Санкт-Петербург, я устроился на неплохую работу, но каждый день я скучал по теплому и мягкому климату, по простым и беззаботным южным людям. И я все-таки начал задумываться о переезде в Узбекистан. Прошлогоднее предложение было уже не актуально, я начал поглядывать на другие предложения в Узбекистане. Вариантов было несколько, все они разнились условиями, но казались не столь привлекательными, как хотелось бы. Один существенный фактор, произошедший в конце февраля 2022 года в России, помог мне быстрее определиться с переездом и сделать выбор из имеющихся предложений. Мною был выбран менее болезненный способ переезда. Вначале я поехал один,
встретился с работодателем, подписал первичный договор о трудоустройстве и подобрал себе жилье. Давайте немного поясню по специфике трудоустройства. От вас нужны дипломы и загранпаспорт. Пинфол и временную регистрацию делаете на месте. О том, как это сделать, я подробно рассказал в своих ранних видео. Работодатель составляет временный договор о вашем трудоустройстве, подает ваши документы на бирже труда для согласования вас как специалиста, аналогов которому нет на рынке труда. Затем работодатель оплачивает годовой патент в размере $900. Обычно на эти процедуры уходит 1,5-2 месяца, и происходят они дистанционно. Никому никуда ездить не нужно. В Узбекистане отлично налажен электронный документооборот. Кстати, при официальном трудоустройстве обязателен сдача теста на ВИЧ. Как правило, также за счет работодателя. Все эти 2 месяца я получал зарплату испытательного срока и работал. Ждать и сидеть без дела, как это принято в Европе, без готовности твоих документов здесь не нужно. После подтверждения с биржи и оплаты патента с вами заключается официальный договор трудоустройства. Заодно, как правило, завершается испытательный срок. У кого-то он может быть не 2, а 3 месяца. Нужно понимать, что большинство россиян обладают хорошим образованием и опытом работы. Поэтому приезжие не конкурируют с местными, отнимая у них работу. Экспаты занимают свою нишу, которая не занята местными специалистами ввиду различия их образования и опыта. Теперь я уверен в завтрашнем дне. У меня есть официальная работа и жилье на первое время. Население страны гостеприимное, погода и климат отличные. И зарплата немножко отложена на переезд жены и кота, а также перевозку вещей. В России Ирина пакует коробки с вещами, деля их на несколько этапов отправки. Первоочередные вещи, необходимые как можно скорее. И вторая отправка – вещи, необходимые на новую квартиру после переезда. Для тех, кто пропустил информацию в нашем транспортном видео о том, как можно наиболее выгодно и дешевле перевезти вещи, отправить посылки, перегнать автомобиль, напомним, что есть частная организация, оказывающая все эти услуги в разы дешевле той же Почты России или СДЭКа. Ссылка в описании под видео. Я временно остановился в отеле квартирного типа, в котором тесно и с семьей жить неудобно. И по прилету Ирины с котом мы начали искать более просторное и удобное жилье. Я уже понимал структуру города, что где находится, и определил для нас наиболее удобный район. Оказывается, в Ташкенте сложно найти нормального риэлтора. 95% из них хотят просто по-легкому срубить денег, не вникая в твои пожелания, а то и просто обмануть тебя. Сайт OLX тоже не дал хороших результатов, так как там 90% объявлений риэлторские и не настоящие, только для заманухи. Мы 3 недели потратили на поиск жилья. Кстати, о жилищной ситуации и о том, как могут обмануть вас риэлторы, мы рассказывали вот в этом видео. Посмотрите его позже. Мы продлили отель еще на месяц, и на одной ближайшей улице к отелю, идя по своим делам случайно, увидели очередное агентство, которое работало в воскресенье. Решили зайти и познакомились с Алишером. Я хочу сказать, что в поиске жилья очень многое зависит от самого риэлтора. На тот момент я уже скептически в очередной раз объяснил, что и где мы бы хотели найти, и через пару дней Алишер перезвонил нам и предложил посмотреть вариант. Этот вариант жилья полностью подходил нам по указанным нами требованиям. Немного лукавлю, не совсем полностью, он был на $50 дороже, но хозяева уступили нам в цене. И теперь мы решили познакомиться ближе не только с Алишером, но и в целом с агентством, в котором он работает. По нашим рекомендациям к Алишеру обращается много зрителей, и всем он или его коллеги помогают. Плюс теперь зрителям нашего канала предоставляется скидка в размере 5% по промокоду ЗАИКИН. Давайте познакомимся с агентством «Золотые ворота». Добро пожаловать в агентство недвижимости «Золотые ворота». Мы рады вас приветствовать. Хотелось бы немножко рассказать о нас. На рынке недвижимости мы работаем с 2010 года. Мы предоставляем вам широкий спектр услуг. В нашем штате работает около 30 сотрудников, готовых помочь вам найти хорошую недвижимость, эксклюзивную, специально для вас. Каждому клиенту мы уделяем особое внимание при подборе жилья, конкретно под ваши запросы. Помимо аренды мы также занимаемся и куплей-продажей, и другими операциями с недвижимостью. Мы сопроводим вас в сделке на самом высоком уровне вплоть до самого конца, до оформления регистрации и до передачи ключей. Кстати, по промокоду ЗАИКИН, если вы обращаетесь к нам через YouTube-канал, вас ждет отличная скидка в размере 5% на наши услуги. Добро пожаловать, ждем вас!
Наши контакты вы найдете в описании под видео. Всего вам доброго, до скорой встречи. С трудоустройством разобрались, жилье нашли. О том, чтобы перегнать сюда машину, я забыл сразу, так как очень дорогая растаможка и проблемные условия нахождения на своем авто здесь. Об этом подробнее в транспортном видео. Вот ссылка на него. Сейчас на эту тему мы отвлекаться не будем. Следующим этапом был поиск врачей, ветеринара, мастеров шугаринга, маникюра и прочих необходимых специалистов нам на месте. Все это решается через Telegram. Здесь все общение происходит в нем. На сайтах, в интернете и в Яндексе практически ничего нет. Смотрите чаты и каналы в Телеграме. Там все найдете. И вот спустя 4 месяца после моего переезда мы обжились здесь. Обросли специалистами, контактами. И определились, в каком для нас районе лучше жить. Наша жизнь встала на привычные рельсы. В предыдущем видео я рассказывал о психологии переезда, об этапах, которые проходит человек при релокации. Вся эта авантюра с релокацией выглядит страшно, рисково и туманно. Подожди. Но на самом деле нет вообще ничего сложного. Да, первые 4 месяца с непривычки немного трудновато, но все эти бытовые мелочи несложно решить со временем. Нужно понимать, что жизнь не начинается с самого начала, ведь у тебя есть образование, опыт, умение жить. Ты вроде начинаешь как будто с самого начала, но ты начинаешь уже имея многое. Это не начало, а продолжение в новом месте. Рассмотрим проблемы, с которыми я столкнулся при релокации в Узбекистан. Я шел, наверное, самым трудным путем, не имея чужого опыта. Мне, казалось бы, никто не подсказывал и не помогал. Так это ощущалось мною на тот момент. У меня не было времени изучать информацию, смотреть YouTube, да и информационно помогающих каналов практически не было. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я постоянно получал консультативную помощь от тех людей, с которыми здесь сталкивался. На работе, на улице, в госучреждениях. Узбекистанцы очень отзывчивый народ, и когда я терялся из-за несовершенства работы Яндекса в адресной системе здесь, когда не мог что-то найти в интернете, когда не знал, как заполнить какой-то документ, мне абсолютно всегда и везде помогали местные. У меня были трудности с непониманием систем организации каких-то бытовых вещей. Вроде бы в России это делается так, а вот тут иначе. И нужно знать о каких-то подводных камнях. В своих роликах я показываю все эти подводные камни, чтобы вы могли, посмотрев все мои видео, проще и быстрее здесь адаптироваться. Я навскидку, наверное, даже не смогу назвать все трудности. Они были мелкие и легко решались. Не было ничего такого, что прям беда, печаль и не решить ее никак. А мелких отличий много. Вот, например, если вы не оплатили электричество дома, загнав свой счет в минус, то оно отрубится автоматически при достижении нуля на счету. И вы будете поставлены в очередь на возобновление подачи только после внесения денег на счет. Оплатить можно онлайн, но подачу электричества согласовывает оператор, сверяя данные об оплате на компьютере. И если такая печаль попала на выходные, то до понедельника вам придется сидеть без света. Но зато электричество стоит дешево. И закинув $10 на счет наперед, можно не переживать 3 месяца точно. Водоснабжение можно оплатить на кассе, либо онлайн на счет. А можно оплатить контролерам, которые ходят раз в месяц-два и снимают показания счетчиков. Это очень удобно. Есть такие мелкие различия между Россией и Узбекистаном. Мы привыкли по-другому, но здесь сделано проще, на мой взгляд. Вот, например, еще одно интересное отличие, с которым я столкнулся. Если вам пришло письмо или посылка, никто не пойдет кидать вам письма или извещения по почтовым ящикам. И приложения почты нет в Play Market. Во многих домах даже нет почтовых ящиков. Вопрос: а как же узнать, что вам пришла посылка? Что же делать? Целый трабл. Как же они живут здесь? Да все просто. Вам на сотовый телефон позвонит диспетчер с почты и сообщит, что вам пришла посылка. Вы сможете сходить за ней, даже узнать у оператора интересующие вас вопросы. Есть ли очередь сейчас, или какой размер или вес у посылки. А если вы за ней идти не можете или не хотите, сообщите об этом оператору, и он вечером после смены занесет вам ее домой за небольшую оплату. Логично, просто и удобно. Меня всегда удивляла система оповещения населения России путем разноса по почтовым ящикам извещений. Это нужно на почте держать целого курьера, который будет ходить по адресам, встречаясь с проблемами доступа в подъезд из-за домофонов, и разносить извещения о том, что вам пришло письмо, чтобы вы за ним пришли. Кстати,
Тут нет домофонов, подъезды открыты. Мы, когда находимся дома, даже не закрываем входную дверь, как и многие местные жители здесь. В общем, есть небольшие различия, непривычные нам сходу, но они более логичные, простые, экономичные. В каждой стране свои системы организации быта. Где-то лучше, где-то хуже. Но привыкнуть к ним просто. Сам по себе переезд не является такой проблемой, даже если вы никогда никуда не переезжали. И не так страшен, как это кажется изначально. Вот такой вот мой опыт адаптации здесь. Конечно, я бы мог развернуть это видео на полчаса или больше, но я постарался рассказать о самом основном и без лишней воды. Не забудьте поставить лайк под видео, оценив нашу работу, и посмотреть остальные видео, которые вы еще не видели. Вот, например, парочка из них.